Всем привет, с вами Давилыч. Вы часто просите меня делать обзоры не только на SSD, но и на USB флешки. Сегодня именно такой случай. На обзоре флешка от компании Orica UFSD X объемом 512 гигабайт. Кстати, данная флешка была куплена на AliExpress в официальном магазине Orica Official Store. Ссылочка есть внизу. Несмотря на то, что давным-давно уже есть внешние SSD накопители, которые тоже периодически бывают на канале, есть корпуса для NVMe SSD, чтобы все это можно было портативно использовать, флешки до сих пор остаются актуальными за счет своего размера. Этот случай не исключение. UFSD X — это у нас защищенная флешка от пыли, влаги, воды, ударов и всего, что только можно. У нас металлический корпус, все это выглядит очень классно и надежно. Есть петля для подвешивания, прицепления куда-нибудь, куда-либо, куда вам удобно. В общем-то, очень интересный гаджет. Но помимо всех вот этих достоинств, которые я перечислил, эта флешка также является и очень быстрой. У нас заявлено до 411 мегабайт в секунду на чтение, 350 на запись. И, блин, это круто. То есть скорости хорошего такого SATA SSD накопителя. Но обязательно надо все проверить. Обязательно нужно все скорости протестировать. Ну и убедиться, что же эта флешка из себя представляет. Так что присаживайтесь поудобнее. Переходим к тестам. Ну что, давайте флешку подключать. Готово. Смотрим, что у нас здесь появилось, как определилось. Файловая система EXFAT, к сожалению, но я думаю, будем тестировать мы все-таки все это дело на NTFS, потому что, по моим предположениям, внутри все-таки типа SSD. Так что давайте запустим сразу же AIDA 64. И первый тест у нас будет, конечно же... Так, а что у нас по датчикам? Будет ли у нас здесь какой-нибудь датчик вообще на этой флешке? Ну, конечно же. Нет. И первым тестом у нас будет тест линейной записи в AIDA 64. Как раз и раздел потом отформатируем в NTFS. Вот она, UFSD X. Ждем результат. Но пока у нас идут тесты, перейдем на официальную страничку нашей флешки на AliExpress в магазине Orica Official Store. Берем Orica только здесь. Объемы бывают от 64 до 128 гигабайт. Видим, как у нас меняется цена. 512 самый большой объем, ну и самый дорогой. Можно выбрать как Type-C подключение, так и Type-A. Type-A все-таки не универсальнее, скорее всего, поэтому взял именно эту флешку. Что касается отзывов, у нас здесь 80% пятерки, 20% четверки. Больше ничего у нас здесь негативного нету. И это очень даже достойно. Ну и, соответственно, в синем цвете можете флешку увидеть, в коричневом, как у меня. И все у нас отзывы здесь положительные. Что касается скоростей, уже заявлено до 411 мегабайт в секунду на чтение, на запись до 350. Все это мы как раз с вами и проверим. Ну и все основные преимущества: высокая скорость передачи данных, стабильная скорость, стильный, прочный, полностью металлический корпус, американский стандарт, быстрое рассеивание тепла, мощное хранение, портативный удобный дизайн, водонепроницаемый и прочный, широкая совместимость, подача заявки на подключи и играй без установки программного обеспечения. Вот это очень интересно. Посмотрим, что у нас будет на синтетических тестах и на, конечно же, игровом тесте 3D Mark. 5-летняя гарантия, только замена не для ремонта. В случае выхода из строя вам просто ее заменят. То, что вы получаете. Ну, здесь у нас, я так понимаю, комплект поставки. Это у нас флешка USB 3.0 FAT32. Можете форматировать ее на EXFAT. Она у нас была в EXFAT. И 5-летняя гарантия, там бла-бла-бла. Ну и, конечно же, давайте посмотрим. Цвета у нас бывают разные. За это респект. Высокие скорости. Все у нас здесь скорости чтения записи заявлены. Колпачок удобный. Все 30 минут у нас тут при температуре нагрузки 54 градуса. Кстати, в процессе у нас сейчас идут тесты. А ну, флешка у нас, корпус, блин, горячий. И, кстати, вот эти волны, которые сейчас на тесте у нас идут, я думаю, как могут быть связаны с нагревом. Но это не точно. Так, пирометром сейчас мы замерим температуру на нашей флешке. 46 градусов.
Так, различные цвета исполнения, да, действительно так есть. Можно выбрать на любой вкус и цвет. Ну и, собственно, подходит для всех, кому нужна USB-флешка, USB-накопитель. Здесь у нас разные модели, которые у нас вообще бывают. У нас UFSD X моделька. И габариты, цвета, все. В принципе, больше здесь ничего интересного нет. Кстати, Crystal Disk Mark у нас показывает вот такие вот результаты. Мы все это с вами обязательно проверим. 278 баллов в AES SSD Benchmark. Тоже неплохо. Тоже попробуем. 4К случайный, блин, отличный результат для USB флешки. Так что будем тестировать по полной программе. Итак, тест у нас подходит к концу. Получили вот такую вот интересную гребенку, где у нас 5% пишется на максимальной скорости. Это, грубо говоря, у нас где-то 25-30 гигабайт. После чего у нас скорости начинают скакать. Есть вероятность, что эти скачки у нас связаны с нагревом флешки, но это не точно. Что касается нагрева флешки, 49 градусов на поверхности при замере пирометром. Тоже здесь не вижу ничего криминального. Рука терпит, рука держит флешку без проблем. Так что с тестом AIDA64 все понятно, все наглядно. Сейчас давайте с вами заново инициализируем флешку через управление дисками. Но инициализацию мы сделаем уже в файловую систему NTFS, чтобы у нас работала, я очень надеюсь, чтобы у нас будет работать команда trim. Так, название у нас оставляем прежнее. Форматируется быстро, без проблем. Чистый объем у нас 476 гигабайт. По факту 476,69. Что ж, сейчас закрываем все ненужные нам окна. Выполняем оптимизацию нашей флешки через... Конечно же, требуется оптимизация через управление... Через оптимизацию дисков. Оптимизация у нас, к сожалению, невозможна. Что ж... Просто сделаем паузу 15 минут и продолжим тесты. За 15 минут флешка у нас остыла до 40 градусов. Смотрим, что же у нас будет на тестах. И первый тест это у нас Crystal Disk Mark на нашей флешке E. Ну и получаем очень хорошие результаты. При заявленных 411 и 350 на чтение и запись получаем 407 и 343. Все заявления можно считать подтвержденными. Но перед нами USB флешка и при этом очень высокий параметр случайного 4К чтения. 17 мегабайт в секунду. Это, блин, круто. Действительно, это зачет. На тесте AES SSD Benchmark получаем 201 балл, и для USB флешки это хороший результат. Но на тесте ATO Disk Benchmark у нас невысокие скорости на мелких блоках, что свойственно USB флешкам, но на больших блоках все вроде как в полном порядке. Но на игровом бенчмарке 3D Mark наша флешка набирает 420 баллов, что для USB накопителя я считаю хороший результат. Сворачиваем тесты, показываю вам операции ввода-вывода, которые мы с вами получили в синтетике. Далее нам остается сделать паузу 15 минут, так как команда trim у нас не работает перед тестом на реальную скорость записи. Ну и минут на 5 достану флешку, чтобы остыла, и потом начнем заполнять нашу UFSD флешку от Orica. Ну и начинаем копировать нашу любимую папочку render объемом 100 гигабайт. Смотрим. 270 мегабайт в секунду, реальная скорость записи, отличный результат. Тут вопросов нет, так что давайте посмотрим, что же будет у нас дальше. Но после записи у нас 5 гигабайт, скорость у нас снижается до 210-200 мегабайт в секунду, и на этой отметке держится. Что ж, давайте посмотрим, что у нас будет на записи второй папки. Но на записи второй папки у нас ничего не меняется и не поменяется, как мы это с вами уже увидели на тесте AIDA64. Отсюда и не вижу никакого смысла запускать тест H2 тест на записи чтения, потому что все понятно, все наглядно, все мы с вами увидели и, соответственно, можем подводить итоги, поэтому ждем завершения записи, удаляем все записанные данные и продолжаем.
Итак, тесты сделаны, результаты получены, скорости у нас подтверждены в синтетике. На тесте реальной записи у нас, конечно же, скорости немножечко пониже. 270 у нас мегабайт в секунду до заполнения 5 гигабайт, до записи 5 гигабайт. После чего скорость снижается до 200 мегабайт в секунду. И все равно это высокая реальная скорость записи для USB флешки. Это прямо зачетно, это прямо круто. Причем по тестам AIDA 64 мы с вами понимаем, что на всем объеме заполнения у вас будет минимум 200 мегабайт в секунду. И это радует. Это радует, и это очень быстро. И эта флешка еще и объемом 512 гигабайт. Считайте, прямая альтернатива внешнему SATA SSD накопителю. Более того, эта флешка хорошо себя показала и на тесте 3D Mark в игровом бенчмарке. А значит, подключаем в быстрый разъем эту флешку, и я думаю, смело с нее даже можно будет играть в игры. То есть устанавливать напрямую на флешку, и в случае чего куда-то где-то можно перенести и запустить в другом месте. Ну и конечно же, как мы с вами уже отметили в самом начале, металлический корпус, полная защита, это конечно же выделяет ее на фоне остальных. Да, что касается объема, чем больше по объему флешку вы рассматриваете, тем она конечно же будет стоить дороже. Но в любом случае у Орика для вас есть различные варианты от 64 гигабайт до 512. И это, блин, круто. Что ж, флешка огонь, флешкой доволен. И скоро на обзоре будут и другие USB накопители на тестах. Так что эту флешку смело можете покупать. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. И увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же эта флешка стоит, ссылочка на AliExpress, на официальный магазин Orica Official Store внизу.